Так, дорогие друзья, добрый день. Давайте сейчас с вами ответим на комментарии, которые мне здесь пишут, потому что вопросов очень много поступает, и легче иногда вот так записать ответы на вопросы. Значит так, как с вами связаться? Это уже изъеденный вопрос. У нас с нами можно связаться через Telegram-бот. В каждом видео вот снизу будет описание, сведения нажимаете. Вот пишите в Telegram, нажимаете, вы сразу автоматически переходите в свой Telegram, уже открыт с нами чат. Вам мы пишем: здравствуйте, в чем заключается ваш вопрос. Вы просто пишите вопросы, ждете ответа. Это, конечно, будет не мгновенный ответ, тем не менее, недолго вам ждать. Значит, следующее. А если карта была на армянку, в армянском банке, что делать? Это плохо. Там тоже есть в Армении неосновательное обогащение, и вы можете подать в суд. Просто это намного сложнее контролировать судебный процесс, а потом последующее взыскание, чем в Российской Федерации. Но по аналогии, то есть как-то посмотрите просто аналогии статей закона. Ну, например, ну вот он прописывает, так, статья 1096. Возместить стоимость неосновательного обогащения. То есть тоже у них есть это, по этой статье можете подать. Я думаю, иски сами в суды, что в Казахстан, в любую страну, все будет аналогично. То есть просто их суд пишите, процесс везде одинаковый, текст оставляете наш, статью закона, на которую вы ссылаетесь, неосновательное обогащение, пишите вот их номер и, соответственно, указываете, какой кодекс, там, Республики Армения. Все образцы у нас есть. Пишите, обращайтесь. У нас есть полный комплект от и до, как, что нужно делать, куда сначала подавать, куда в конечном итоге подавать, вплоть до того, где и деньги уже там в конце забирать. Подскажите, пожалуйста, если ответчик утверждает, что паспортные данные кто-то похитил и открыл карту без его ведома, так возможно? Утверждать он так может. Утверждать он так будет. Тем не менее, если в этом процессе у вас как третья сторона привлечен банк, то, соответственно, если это не Райфайзенбанк, потому что у них можно там дистанционно открыть, вам в банке должны сказать, что гражданин лично пришел в банк с паспортом, получил карту, поэтому там никто не мог похитить. Похитить мог, но открыть никто не мог на него. В этом случае он имеет в виду, что похитили данные и открыли без его ведома. То есть это какой-то онлайн-банк. Если без ведома гражданина, в любом банке, в принципе, сейчас можно без ведома гражданина открыть счет, но у него должно быть такое приложение, которое работает через госуслуги. Это называется госключ. Тем не менее, сначала государство подготовилось нормальными законами касаемо электронного дистанционного открытия расчетных счетов, а потом уже это ввело. Поэтому у нас считается, что если через госуслуги гражданин верифицировал, через госключ подтвердил, открыл счет, это то же самое, что он пришел лично. Если его взломали мошенники, вина висит на нем. Когда он скачивает приложение, когда он подтверждает госуслуги, он берет на себя полную ответственность, что он никому не должен передавать свой аккаунт, потому что там могут на него открыть где-то какой-то счет. Но в вашем случае, скорее всего, вам просто вешают лапшу на уши. Очень много объявлений, где хотят люди купить карты. Очень много кто из молодых на это соглашается. Очень много кто продает. То есть такого, что похитил, на без его ведома открыли, сейчас это практически нереально сделать. А позицию человек занял такую, скорее всего, потому что у него нет нормального адвоката, который ему сказал бы там по-другому чуть-чуть. Поэтому, ну, такое возможно, но вы не должны никак на это реагировать. То есть ответственность все равно на нем. Надо взыскивать неосновательное обогащение. В Казахстане тоже у кого-то деньги похитили. В Казахстан точно так же работаете, как мы. У нас с вами законы вот и Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, просто отличаются цифры. Смысл там везде один и тот же. А у вас есть отзывы и реальные случаи возврата денег по такой схеме? Звучит как сказка. Хотя бы потому, что мошенники обычной физики находятся за границей. А как подавать заявление в суд на этого человека, если он за границей и вообще война, недружественные страны не сотрудничают с Россией ни по каким вопросам? Значит, моя фамилия Тарасов Илья Борисович. У нас есть портал, называется «Газ правосудия». Это портал, то есть электронное судопроизводство. Вы можете ввести фамилию и отчество мою и посмотреть все дела нашей компании. Там все случаи взыскания будут написаны. Ну, конечно, есть такие случаи. Как сказка звучит в вашем комментарии то, что вы говорите, что эти физические лица находятся за границей, обычно находятся за границей. Точнее, мошенники обычно физически находятся за границей. Мошенники, да. Но посмотрите внимательно видео. Я не говорю взыскивать деньги с мошенников. Мы взыскиваем деньги с получателя. Это разные люди. И они
Это я первый раз увидел комментарий, что кто-то говорит, что там в Армении находятся. Они все находятся всегда. Вот у меня не было других случаев. На территории Российской Федерации. Вас обманули мошенники, они находятся за границей. Вы написали заявление в полицию, в котором вы попросили найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Полиция не занимается возвратом денег и взысканием. Она хочет найти преступников и посадить их в тюрьму. А если будут деньги у них, и вы заявите такой иск, что прошу возместить, вам вернут эти деньги. Полиция не найдет преступников, потому что они находятся за границей. Поэтому единственный путь у вас взыскать деньги — это неосновательное обогащение. Вы подаете не на мошенников, потому что мошенники не получали на свои карты. Если мошенник получил деньги на свои карты, это значит уровень как мошенника очень низкий. Его здесь найдут на территории Российской Федерации. Вы взыскиваете деньги с этих рабочих карт. Поэтому то, что там война, мошенники, это нас вообще не интересует. Все наши должники, кто вам должен по закону деньги, находятся здесь, в России. Если вы хотите реальные отзывы в случае возврата денег, напишите нам в Telegram. У нас есть уже заготовленные примеры, все в PDF формате. Мы скинем все судебные решения с нашими данными. Самое лучшее руководство. Вы супер. Спасибо большое. Подготовила отзыв. Отправили заранее перед заседанием. Судья ознакомилась заранее. И задним числом перед заседанием подготовила печати суда. Заверила, типа оригиналы привезли с банка якобы. Ни одной печати не было при ознакомлении с делом. Все ходатайства отклонили, а говорили: это вам зачем нужно? Посмотрела расчет задолженности. Там действительно был расчет задолженности нечитаемый. Смотрите, написать возражение — это 30% успеха. Судья всегда, когда смотрит на ответчика, который зачитывает возражения и на какие-то пункты там ссылается, якобы он не согласен, он оценивает что? Действительно человек разбирается в том, что он говорит. Разбирается ли он чуть-чуть больше в том, что он говорит. Потому что если видно, что вы не знаете процесс, вам очень легко отказать в ваших возражениях, в ваших требованиях. Потому что вы просто физически не сможете подать апелляционную жалобу, потому что вы не сделаете это правильно. Все думают, вот апелляционная жалоба подается, простой пример, в суд вышестоящей инстанции. Да, она подается в суд вышестоящей инстанции, только способ подачи. Если вы понесете туда, вам откажут. Отправите туда, в апелляционный суд, вам тоже откажут, вернут. И вы пропустите срок. Потому что по правилам подается в тот суд, который выносил решение. Вы этого не знаете. Это просто пример. Нормальный, реальный, какой вот я вижу выход для тех, на кого подают в суд. Ознакомьтесь с материалами дела. Фотографируйте. Вот у вас, например, здесь у судьи косяк. Задним числом поставила печать суда. У вас же есть фотографии. То, как вы описали, это должностное преступление. Это нужно писать заявление на возбуждение уголовного дела в Следственный комитет вам, чтобы проверили действия судьи на состав преступления. У вас есть фотографии, где... Или вы как ознакомились? Если вы просто ознакомились, то, конечно, не докажете вы это. Второй момент. Возражение готовите. Вы должны, от зубов должно отлетать. Вот статьи закона, которые в нашем, например, возражении прописаны, выразительно, четко, чтобы там понимали, что вы действительно знаете, о чем вы говорите. Потому что если вы не знаете, то, конечно, вам легко отказать. Мы ссылаемся на что? Мы можем этот суд выиграть, да, если так назвать на нашем сленге, это на самом деле называется вернуть, чтобы им вернули заявление. Не потому, что мы деньги не должны или у нас какой-то спор, что мы, может быть, им не должны, а чисто по процессуальным основаниям. Единственный, кто здесь играет по гражданскому кодексу, по основанию взял, отдай, ты должен, это банк. Но с банком наши отношения лично нам понятны. Мы не хотим отдавать и ищем какие-то зацепки, как бы это ни сделать. Второй, кто играет по процессу, это судья. Ему не важно и банк, и мы. Ему важно соблюдать процесс, чтобы на него нельзя было написать жалобу. Вот то, что вы пишете, это, конечно, полный беспредел. Напишите, пожалуйста, в комментарии, это молодой судья или нет, вообще что за суд, потому что, это интересно этот случай разобрать. Так нельзя, конечно, задним числом поставила печати, нормально, что оригинал привезли. Но тем не менее, суд у нас с нами в эту игру играет по процессу. То есть они берут процессуальный кодекс и смотрят, так, мы должны принять исковое заявление только в том случае, если там прописано то-то, то-то, то-то. Возражение там то-то, то-то, то-то. Ходатайство, например, ответчика о том, что он с чем-то не согласен, есть? Нету. Просто возражения? Нету. Ага, что он просит возражений? Вы еще можете возражение просить там снизить по 333 статье, если вы, в случае, если вы не вернете исковое заявление банку. Можете
можете просить снизить штрафы пени неустойки по 333 статье Гражданского кодекса. Судья может, если вот как вы это написали, судья может просто воспринять это, как вы принимаете иск, допускаете, что какие-то нарушения есть, тем не менее в общей сложности вы иск принимаете, как мне здесь кто-то скидывал решение суда вот по нашему возражению, что судья там пишет, должник в принципе признает долг, он просто не помнит, какую сумму он там должен, потому что он должен во многие организации. То есть не совсем так выразили, как мы хотели. Но что делать в вашем случае, если, например, то есть я первое сказал, я бы писал заявление в Следственный комитет, почему не в полицию, а в Следственный комитет, потому что Следственный комитет у нас занимается всеми должностными преступлениями. Дальше. Нужно писать апелляционную жалобу нам. Обратитесь к нам, мы вам поможем, напишем нормальную жалобу. Там тоже надо выступать, надо будет подготовиться. Апелляционную жалобу, и что мы можем писать в апелляционной жалобе? Вот то, что мы не согласны с тем, что там нету оригинала кредитного договора, это мы уже написали. Мы можем жаловаться только на какие-то новые обстоятельства, которые мы заявляли в этом судебном процессе. Вот надо посмотреть, что вы заявляли. Как вы все ходатайства судья отклонил. Говорил, а вам зачем? Ничего я вам письменно отвечать не буду. То, что вы описываете, это беспредел просто. Просто беспредел. То есть вас изначально там, они не поняли, кто пришел в судебный процесс. Ну, им легко показалось, в общем, вас развернуть, сказать, идите. Дальше комментарий. Схема, как вернуть деньги, если перевел мошенникам. Полиция ничего не ищет и ничего не будет искать. Все это бессмысленно. Только будут переписки, отписки в прокуратуру, прокуратура, полиция и так до бесконечности. Пока еще не нашли этих аферистов, лжеброкеров. Лучше подавать на банкротство. Главное, чтобы у тебя не было никакого имущества. Полиция не совсем в силах найти этих преступников, потому что, как до этого писали комментарии, преступники находятся там, где не работает наша юрисдикция на сегодняшний день, пока идет специальная военная операция. Мы даже не можем нормально провести расследование, например, по тем преступлениям, которые совершали граждане Украины, находящиеся на территории на Украине. Поэтому эти уголовные дела приостанавливаются. Я абсолютно согласен, что в дальнейшем никто никого не найдет и искать не будут отписки, переписки в прокуратуру. Это будет только в том случае, если вы будете писать жалобы. В обычном случае просто прокуратуру, приостановление по 208 статье Уголовного кодекса, Уголовного процессуального кодекса, когда приостанавливают уголовное дело в связи с тем, что не удалось установить неизвестное лицо в уголовном деле. Хорошо, вы пишете, лучше подавать на банкротство. Полиция, она бы и не то есть вы, я так понимаю, взяли кредиты для того и вложили в акции, ну, с брокером связались с каким-то. Если бы полиция нашла преступников, это никак не освободило бы вас от ответственности перед банком. Поэтому делать банкротство – это одна сторона вопроса. Полиция, это, ну, давайте так скажу, это касаемо там ближе к возврату денег, хотя и в заявлении в полиции там не идет речь о возврате денег, там, как я сказал, идет речь привлечь к уголовной ответственности, от чего нам ни холодно, ни жарко, и во многих случаях, если там кого-то находят, не в таких делах, от этого нам даже хуже, потому что когда человека сажают в тюрьму, у него автоматически пропадает возможность возвращать вам ваши деньги. Но если у вас проблемы с кредитами, наш канал весь об этом. Конечно, делайте банкротство. Главное, чтобы у тебя не было никакого имущества. Это не главное, потому что имущество можно сохранить при банкротстве. Вот это аналогично, например, в Уголовном кодексе написано, что если нас обманули, мошенник подлежит ответственности и такие-то там наказания. Он должен быть подвергнут там арест. Но этого не происходит. Точно так же и в законе о банкротстве написано, что имущество, если есть, оно реализуется. Этого тоже не происходит. Почему? Потому что есть процесс. Уголовно-процессуальный кодекс в том случае, как искать этого преступника. Также здесь и при банкротстве. Только здесь при банкротстве у нас будет арбитражно-процессуальный кодекс. Как проходит банкротство. Банкротство, несмотря на то, что вы физическое лицо и вроде как гражданские дела, процессы о банкротстве регламентирует арбитражно-процессуальный кодекс. Потому что процесс по банкротству идет в арбитражных судах. И там написано, какие сделки можно обжаловать, какие нельзя обжаловать. Потому что, говорят, за 3 года, все сделки за 3 последние года отменяются. Вот я слышу часто. Я не буду делать, у меня была сделка. Не хочу людей подставлять. В законе о банкротстве написано 127 федеральный закон. Это вы загуглите, прочитайте, посмотрите. Написано, за последние 3 года проверяются, арбитражный управляющий обязан проверить сделки на их фиктивность. Нет ли там каких-то признаков преднамеренного банкротства. Если вы продали по реальной рыночной цене, даже если ниже рыночной цены, потратили куда-то деньги, более-менее внятно можете объяснить, куда вы их потратили. Эту сделку никто не будет отменять. Даже с себя можно специально фиктивно скидывать имущество, но главное, чтобы было объяснение. Ну, например, отдал имущество за долги двоюродному брату. Это нормальное объяснение? Нормальное объяснение.
А так вообще отменить сделку могут и 10, вот у меня был случай, и 10-летней давности могут. Вот 10 лет назад вы могли с себя скинуть имущество, и ее могут отменить. Скидывать имущество, посмотрите, кому вообще это интересно, потому что банкротство вы можете вот вляпаться не хуже, чем с мошенниками. Сейчас это так работает рынок, ну просто возьмут за ручку и заведут туда, где доверия вообще не будет никому. Слово юрист для вас будет равно слову мошенник. Вот на канале есть 2 части пока, сейчас будет 3. Ответы на вопросы касаемо банкротства. Все по полочкам, все подробно, простыми словами, без всяких умных слов, от которых просто там на втором слове уже перестаешь понимать, о чем они говорят. Ну, юристы в смысле. Смотрите, пожалуйста. Но хочу отметить, есть федеральные компании, которые делают банкротство. Как правило, вы попадаете к ним, если делаете банкротство. У них потому что бешеный рекламный бюджет, и люди, когда ищут юриста по банкротству, попадают на них. Федеральные компании чаще всего всегда реально работают нормально, некачественно, заставляют вас собирать документы, могут тянуть срок, долго подавать на банкротство. Но в конечном итоге у них такая бизнес-модель, то есть там бизнес, там нет, как у нас, например, да, юриспруденции, что мне интересно это делать. Там деньги, прежде всего. Она построена на то, что в конечном итоге сделать вам банкротство. Ну, как можно быстрее, только зависит от того, как быстро вы будете платить. Там таких мошенников, вот как в общем понимании, конечно, нету практически. Есть просто компании, которые всем занимаются, и от вас звучит слово банкротство, они чуть-чуть знают про банкротство, рассказывают вам про банкротство, сами особо не делая это, и там уже они могут, конечно, вас обмануть. Касаемо курса, вот я тоже хочу сказать. Есть люди, которым вот их кинули, потеряли деньги. Им нужно вернуть. Обращаются к нам и воспринимают, вот когда мы отказываем, там, ну, как правило, такой стандартный ответ: извините, там, ваша проблема нам не подходит, мы ничем не можем помочь. Даже там толком не можем проконсультировать нормально. Почему? Потому что мне пишет человек, который хочет наказать мошенников, я не знаю, как это даже рассказывать, там, не стесняясь рассказывать вообще, за что его там кинули. Кого-то там кидает под видом работы, кого-то еще кто-то. Там просто случай был реально вопиющий. Тем не менее, в общем, там мне писал какой-то педофил. Кто-то там его видео выкинул, шантажирует его, что мы выкинем там какое-то видео всем твоим подписчикам ВКонтакте. 5000 рублей там он перевел, ему сказали: переведи 5000 рублей, мы типа про тебя забудем. Вот он перевел 5000 и хочет их вернуть. Я сейчас не про это. Я про то, что, например, маленькая сумма, вы потеряли там 100 тысяч рублей. Ну, конечно, нам за 60, там, ну, это на сегодняшний день просто, там реально, чтобы вернуть деньги, это реальный серьезный труд юриста. Нам, конечно, даже язык не повернется вам говорить: за 100 тысяч заплатите нам 60. Но вы можете сделать это самостоятельно, реально можете. Как вот, например, суд с банком, пошаговая инструкция. Люди берут возражения, пишут под себя, приходят в суд, выступают, все у них получается. В комментариях посмотрите, пишут, ну, отписываются, что все нормально там прошло. Бывает ненормально, но тем не менее, это у вас не тот суд, у вас заранее 100% выигрышная позиция. Поэтому можете приобрести у нас курс, все сделать, как там написано. Курс — это что такое? Там говорится: Иван Иванович, вас кинули мошенники, вот это первый документ, вот он, скачайте, пишите свои данные, распечатайте, подпишите, отправьте. Как отправлять? Идите туда или электронно, возьмите там данные, ждите столько-то ответ. Суд, отдельное видео, где мы рассказываем, что такое судебный процесс. Вас подсоединяют по видеосвязи к судебному процессу. Как это сделать? Первое, вы говорите то-то, здесь вы молчите, здесь тоже ничего не говорите, здесь просто ждете. Подробное описание. То есть можете приобрести курс, это бесплатно, вы вернете свои деньги. Люди, помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Я инвалид, не могу кредит оплатить 8 месяцев, не знаю, что делать. У меня нет адвоката, платно что-нибудь, кто-нибудь. Добрые дела, душа. Обращайтесь к нам, конечно, мы вам поможем. Ну, если вы подписчик, тут вообще нету никаких вопросов. С кредитами вы не переживайте, потому что сейчас много очень возможностей решить эту проблему, вернуть деньги. Просто вы не знаете про это. Вы на это смотрите слишком приземленно, но я вас понимаю. Вот я должен деньги, надо отдать. Там позиция в банке, как они смотрят на ваш долг, это вообще отличается кардинально от вашего мнения, как вы думаете, что они видят это. У меня в 2022 деньги были похищены с кредитки. Имеет смысл сейчас подать в суд. Плачу кредит, которым не пользовалась. Нужна помощь. Да, 22 год. То есть у нас есть понятие срок исковой давности. Что это значит? В течение 3 лет после того, как вы считаете, что ваши права были нарушены, вы имеете право подать в суд для того, чтобы установить баланс справедливости. И у вас 3 года не прошло с того момента, как у вас похитили деньги с кредитки. Поэтому вы можете подать в суд. Только вам здесь нужно разобраться, а какой будет у нас предмет спора. Потому что в нашем случае
мы работаем чаще с людьми, которые взяли и добровольно перевели деньги. И мы знаем, что нам нужно просто найти, кому перевели, и с них взыскивать. В вашем случае кто-то похитил деньги с кредитки. Как они похитили? Если это переводом, в случае похищения можно как бы убирать в сторону, легче будет воспользоваться, как мы это делаем, через взыскание неосновательного обогащения и, соответственно, взыскать. Если, например, у вас похитили деньги с кредитки путем покупки в каком-то онлайн-магазине, в вашем случае, возможно, можно сделать чарджбэк. Это намного легче и проще, если это была покупка. Чарджбэк, то есть принудительная отмена операции. Мы просто пишем в свой банк: Visa, MasterCard, МИР, платежные системы. Есть закон о национальной платежной системе, где там расписывается, что в течение 540 дней гражданин имеет право, если он купил товар какой-то некачественный и продавец не собирается ему добровольно возвращать деньги, он может, гражданин, чьи права нарушены, может без обращения в суд, без закона о защите прав потребителя, чисто основываясь на законе о национальной платежной системе, написать в свой банк, что он купил плохой товар, продавец не возвращает деньги, подтвердить это чем-то, это могут быть скриншоты, там проведут небольшое расследование и вам вернут деньги. Это второй вариант. Либо деньги были похищены с кредитки, кто-то вошел в онлайн-банк с другого IP-адреса, не с вашего, и каким-то образом вывел деньги с вашей кредитной карты. Это что касается возврата. Вот есть три варианта, как у вас это происходило. Писать заявление в полицию нужно. Имеет ли оно смысл? Не имеет смысла. Почему писать? Ну просто я не могу сказать по-другому, что, например, не надо писать. Мне скажут, ну ты идиот просто. Поэтому писать надо. Для чего может быть так? Имеет ли смысл подавать в суд? Да, в суд имеет смысл подавать однозначно. Как минимум вы здесь ничего не теряете, кроме времени. Плачу кредит, которым не пользовался. Как не платить кредит? Если у вас будет заявление в полицию, будет постановление о возбуждении уголовного дела, либо, например, решение гражданского суда о том, что у вас похитили эти кредитные деньги, банк все равно не примет эту позицию и скажет вам: платите, а сами там с ними решайте, вернете деньги, оставьте себе, а нам платите свои. К этому нужно быть готовым. Если вам кредитная история дорога, лучше платить кредит, если есть возможность. Если на кредитную историю пофигу, конечно, надо просто надо понять вообще, какие у вас риски, потому что перестать платить кредит, это имеет все равно какие-то последствия. Официальная заработная плата у нас под угрозой, какое-то имущество у нас помимо единственного жилья тоже под угрозой, и поэтому к этому, если вы сейчас платите и резко перестанете, у вас еще есть полгода подготовить вот это все и с имуществом. Опять же, я выше говорил, там, что 3 года, например, там сделки отменяются, как говорят, да, на самом деле мы с вами разобрали, что они просто проверяются. Если вы сами заранее готовитесь к банкротству, либо, например, расторжению кредитного договора, вам, не важен срок, имущество можно вывести спокойно. И зарплату обезопасить, это уже надо думать, конкретно расписывать стратегию, что делать в вашем случае. Так, если вам нужна помощь, пишите нам в Telegram, будем с вами думать, советоваться. Ни одно ходатайство суд не принял, всеми статьями и фактами подтер иск банка, удовлетворил в полном объеме. Это суд с банком, пошаговая инструкция. Потому что вы пишете, ни одно ходатайство суд не принял. У нас нету ни одного ходатайства. Я не говорю здесь вообще про какие-то ходатайства в этом видео. То, что мы выдвигаем против банка, точнее даже не против банка, а то, что мы ставим в препятствие для рассмотрения дела, называется возражение. На вас банк подает в суд и прикладывает какие-то бумажки. Ходатайство, это означает, мы просим у суда заменить эти бумажки на какие-то нормальные документы. То есть мы простым, если юридическим языком, вы ходатайствуете истребовать у банка оригинал кредитного договора. Нам это зачем? Нам это не нужно. Это их обязанность вообще до судебного процесса сделать. Мы по факту уже возражение говорим: посмотрите, пожалуйста, сюда, здесь нарушение, верните им иск. Подготовиться нормально, будем рассматривать. То есть вы здесь как помогаете. И опять же, если каким образом вы посылали. Вот у меня принимают все ходатайства, которые я заявляю, вплоть до отвода судьи. Но это должно звучать четко, уверенно, вы должны понимать, о чем идет речь. Какие вы ходатайства заявляли, я не знаю. Я так предполагаю, что, наверное, истребование доказательств, а именно оригинал кредитного договора. Если вам в первой инстанции отказывают, у нас еще и вышестоящие инстанции, там частную жалобу можно писать. И у вас, если есть время, если вообще вы заморачиваетесь вот этой темой, суды с банками, там сами, без юристов люди идут, которым еще немного нравится это. Если у вас есть время и желание, у вас еще очень много есть инстанций, где свои права можно отстоять. Так, дорогие друзья, в принципе,
я думаю, на этом пока мы остановимся, потому что, ну, дальше идут такие типичные вопросы. Но периодически такие видео я буду записывать. Кто хочет получить ответ на свой вопрос, пишите под видео ответы на вопросы, просто вопрос свой. Я буду записывать. Мне это нравится, как бы вот это делать, записывать. Подписывайтесь на канал, потому что если вы видите вот сейчас мой экран, у меня видно сразу вот подписчик. Сколько по времени что наводишь. Пользователь, подписчик уже 1 месяц. Все, но я уже просто обязан ответить на его какой-то вопрос, но он не пишет. Кто не подписчик, просто ничего не написано. Потому что много просмотров, много аудитории на канале. Хочется, чтобы люди были подписаны. Для меня это, ну, сразу показатель, что я делаю какие-то правильные вещи. А так, дорогие друзья, до свидания. Был рад быть вам полезным.